Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких необычных маленьких лягушат. Это такие плюшевые брелочки. Посмотрите, какие они интересные. Мастер-класс очень легкий, очень простой. Тем более я очень подробно показываю, как его связать, потому сможет справиться с такой работой любой новичок. Вот так они смотрятся сзади. По расходу пряжи эта игрушка брелок очень экономична. На эту игрушку уходит всего 7-8 грамм пряжи. Так что расход пряжи самый минимальный. И получится вот такая чудесная игрушка. Посмотрим на размеры игрушки. Вот по сантиметрам вместе с ножками получается 8 сантиметров. Игрушечка небольшая. Если у вас есть опыт вязания, то вы такую игрушку сможете связать даже меньше, чем за 10 минут вместе с оформлением, так как здесь очень мало рядов и мало столбиков, соответственно. Приступим к вязанию вот такой красоты. Для лягушки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо будем вязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду сразу провязываем прибавку 1 столбик. И из этого вывязываем же второй столбик. Одеваем маркер, чтобы не запутаться. Теперь будем вывязывать глазки. Сделали накид на крючок. В следующий столбик провязываем 1 столбик с накидом не до конца. Сюда же провязываем второй столбик не до конца, третий столбик с накидом, все столбики с накидом, и четвертый столбик с накидом не до конца. Теперь у нас 5 петелек на крючке, провязываем 4 петельки и теперь довязываем 2 оставшиеся. Вот это мы связали первый глазик. Далее вяжем 2 прибавки подряд. Одна прибавка и вторая прибавка. Теперь вывязываем второй глазик. Сделали накид, провязываем 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, третий столбик с накидом не до конца и четвертый. Провязываем 4 петельки и теперь оставшиеся 2. Второй глазик связали и в конце ряда довязываем прибавку. 1 столбик без накида и сюда же провязываем второй столбик без накида. В конце ряда получилось 10 столбиков. Теперь третий и четвертый ряды вяжем по 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
В третьем ряду у нас 10 столбиков. Снимаем маркер, вяжем четвертый ряд. Тоже провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Провязали 10 столбиков. Теперь вяжем пятый ряд. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И будем вывязывать ручку. Вы обратите внимание, что вот ручка должна располагаться сбоку, с одной и со второй стороны. Возможно, у вас будет какое-то смещение петель из-за вашей индивидуальной плотности вязания. Провязали 4 столбика без накида и вывязываем ручку. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка сделали накид и провязываем 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, и сюда же провязываем третий столбик с накидом, но не до конца. И теперь провязываем все эти петельки одновременно. Вот так. Далее вот согнули эти столбики и провязываем по воздушным петлям. Одна соединительная петля, вторая и третья. Теперь, чтобы не было у нас здесь никаких дырочек, делаем соединительную петлю вот в сам столбик без накида и провязываем один столбик без накида, второй, это уже по туловищу, третий и четвертый. Вывязываем вторую ручку точно так же. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Сделали накид. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, и сюда же провязываем третий столбик с накидом не до конца. Теперь все эти петельки провязали одновременно. И по воздушным петлям вяжем один соединительный столбик, второй и третий. Теперь сделали соединительный столбик вот в сам столбик, чтобы не было никакой дырочки. И довязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали пятый ряд, и здесь без изменений 10 столбиков. Вяжем шестой ряд, провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, ручку убираем, 5, 6, 7, 8, ручку убираем, 9, 10. В шестом ряду 10 столбиков. Вяжем седьмой ряд, провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и
вывязываем ножку. Ножка вывязывается точно так же, вот как ручки. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик с накида. Сюда же провязываем второй столбик с накида и третий столбик с накидом. Все провязаны не до конца. Теперь провязали все петельки одновременно. И по воздушным петлям вяжем 1 соединительный столбик, второй соединительный столбик и третий. И 1 соединительный столбик именно в столбик, чтобы не было никаких дырочек. Вяжем 4 столбика без накида по туловищу. 1, 2, 3, 4. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вывязываем вторую ножку. Во вторую воздушную петлю от крючка 1 столбик с накидом, второй и третий. Теперь все столбики провязали одновременно и провязываем 1 соединительный столбик по воздушным петлям, второй и третий, и соединительный столбик в столбик, и довязываем 2 столбика по туловищу. Это 7 ряд. Теперь нужно взять наполнитель и наполняем наполнителем. И довязываем последний 8 ряд. Это заключительный. Здесь нужно провязать 5 убавлений подряд. И вот так довязываем все убавления до конца ряда. И вот когда мы закрыли все петли, у нас осталось здесь 5 столбиков и вот небольшая дырочка. Теперь ее спрячем за передние стенки каждого вот столбика. Проходим иголкой с ниткой, подтягиваем, дырочки уже нет, прокалываем в середину и выводим где-то сбоку игрушки. Вот так. Вот лягушонок готов. Теперь приступим к оформлению. И вот я приклеила глазки. Они где-то 7-8 миллиметров. И теперь будем вышивать ротик. Вот отступаю 1 столбик от глазиков. Взяла черную пряжу джинс Ярнард. Оставила хвостик, чтобы потом можно было завязать. Делаем вот такой стежок. Теперь на 1 столбик вниз. Подхватываем эту вот ниточку, делаем тоже стежок и выводим в то место, вот где мы оставили хвостик первоначально. Вот получается такой ротик. Завязываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия хвостики пряжи. Одеваем карабин, и вот такой брелок. Лягушка готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!